Добрый день, мои дорогие друзья! Я очень рад видеть вас на своем канале в этот замечательный, солнечный, да, в общем-то, как и всегда, день. Продолжаем срывать покровы стаи гражданской авиации, и сегодня я попробую развеять страхи авиапассажиров, касающиеся взлета самолетов. Значит так, лететь невозможно, оставаться погибнем. Отсюда вывод: будем взлетать. Сочинить сей опус меня сподвиг один из читателей, который прислал ссылки на пару взлетов из аэропорта Курумач, что в Самаре, которые были сняты любопытными пассажирами из салона самолета. А в данных видео меня привлекли прежде всего комментарии. Рейс задержали, вот сходу и рванули на пике взлета. Пилоты красавчики. Пилоты лихачи. После рулежки сходу по газам. Едва оторвались от земли, резко нос задрали с поворотом. Нифига себе. Даже на исполнителем не стояли. Сходу на взлет. Кстати, уже не первый раз замечен такой подход к взлету на этом рейсе. Ну вот как-то так. Оба случая объединяет один и тот же признак. Пилоты сходу пошли на взлет. Это же хулиганство! Кошмар, не правда ли? Давайте разбираться. Сначала давайте глянем глазами аэрофоба на то, как выполняется взлет самолетов. Собственно говоря, дальше я ничего от себя не придумал, лишь аккумулировал то, что очень часто встречается на различных авиа и туристических форумах. Пассажиры со стажем наверняка помнят ритуал, повторявшийся практически каждый раз при взлете лайнера советского производства. Самолет медленно выруливает на полосу, останавливается в самом ее начале, затем некоторое время стоит, а пилоты дают пассажирам помолиться. Более того, чего скрывать, они сами в это время молятся. Так в шутку пилоты называют чтение карт контрольных проверок. После чего двигатели вдруг начинают сильно реветь, самолет дрожать, а пассажиры креститься. Кстати, один мой знакомый пилот в это время тоже крестится, так, на всякий случай. Затем пилот отпускает тормоза, и неведомая сила начинает прижимать притихших пассажиров в кресло. Все трясется, и самолет, и пассажиры, полки открываются, под окном проводников что-то падает. Кажется, что крах неминуем. Ни одна церковь не знала столько молитв, сколько спинка впереди стоящего кресла. И вдруг, разумеется, совершенно случайно самолет умудряется взлететь. Становится немного тише, и, казалось бы, можно перевести дух, и вдруг самолет начинает падать вниз. В последний момент пилоты, как правило, выравнивают лайнер, после этого в наборе высоты пару раз выключаются турбины, а потом все становится обычным. Стюардессы с каменными лицами разносят соки воды, а тем, кто плохо молился, кислородные маски. После этого начинается самое главное, то, ради чего все пассажиры и летают. Разносят еду. Ну, если только это не авиакомпания «Победа», там еду не разносят. Давайте расставим точки над «ё» по поводу остановки лайнера на полосе перед взлетом. Как же все-таки должны делать пилоты? Останавливать самолет перед стартом или нет? Ответ таков. И так, и эдак. Правильно. В принципе, современная методика взлета рекомендует как раз таки не останавливаться на полосе, если на то нет веских причин. Под такими причинами могут скрываться: а. Диспетчер пока еще не решил, выпускать вас или еще маленько подержать. Б. Полоса имеет ограниченную длину. То есть взлет с остановкой тоже будет нормальным, но уже вроде как в виде исключения. По пункту А, думаю, все понятно. Без разрешения диспетчера взлетать не камильфо. По пункту Б скажу следующее. Если полоса действительно очень короткая или скользкая, а самолет загружен так,
что его масса только-только проходит для располагаемой дистанции взлета, в этом случае имеет смысл сэкономить несколько десятков метров и сначала вывести двигатель на повышенный режим, удерживая самолет на тормозах, и потом тормоза отпустить и стартовать. Чушь. Невозможно. Такую методику, например, мы применяем для взлета в Шамбери. Привет, Куршавель. Где полоса имеет всего 2 километра длины, а впереди высокие горы. Поэтому хочется как можно быстрее оторваться от земли и умчаться повыше. Кроме того, на этом рейсе взлетный вес самолета часто приближен к максимально возможному для условий взлета. Но в большинстве случаев, если диспетчер нам разрешил взлет одновременно с взятием полосы, мы останавливаться не будем. Мы вырулим на осевую линию, возможно уже с ускорением, убедимся в устойчивом прямолинейном движении самолета и после этого дадим по газам. Стоп! Стоп! А как же помолиться, автор? Ты же только что рассказал о карте контрольных проверок. На моем самолете Boeing 737 карту контрольных проверок принято зачитывать еще до получения разрешения на занятие полосы. И уж точно до получения разрешения на взлет. Поэтому, когда я получаю разрешение на взлет одновременно с разрешением занять полосу, я уже полностью готов к взлету и совсем не тороплюсь, как это может показаться внимательному пассажиру в салоне. У меня уже все готово. Нет, но почему бы не постоять? Почему бы не дать помолиться хотя бы пассажирам? Во взлете без остановки есть очевидный плюс – увеличение пропускной способности аэропорта. Чем меньше времени каждый отдельно взятый самолет занимает полосу, тем больше взлетно-посадочных операций с нее можно произвести. Вторая причина – да, экономия топлива. Чем меньше времени работают двигатели, тем меньше керосина они потребляют и тем меньше СО2 уходит в атмосферу. Да, пусть это будет экономия всего-навсего в пару килограмм, но представьте, что в сутки в мире выполняются десятки тысяч взлетов. Посчитайте, сколько килограмм сэкономится в этом случае. Третья причина, как ни странно, безопасность. Взлет без остановки уменьшает риск попадания посторонних объектов в двигателе, а также помпажа, то есть отказа двигателя при взлете с сильным попутным ветром. Вот что пишет мистер Боинг по поводу методик взлета. Боинг пишет все то же самое, что я вам только что рассказал, только коротко и без молитв. Да-да, документы иномарок написаны на английском. Хотите стать пилотом? Учите английский и заодно китайский. Сосед развивается уж больно стремительно. Летим дальше. Почему пилоты так резко задирают нос после взлета? Вот на советской технике это делали плавно, не спеша, ведь не ровен час уронят нафиг чертовы лихачи. А вот тут вступают в действие распутные женщины. Голая аэродинамика и обнаженная методика выполнения взлета. Иномарки, как правило, взлетают с очень небольшим углом отклонения механизации крыла. Закрылками это те смешные штуки, которые сильно вылезают из задней части крыла при посадке и немного на взлете. А есть еще и предкрылки, они вылезают из передней. Использование небольшого угла отклонения механизации крыла дает несколько преимуществ. А. Увеличивается угол набора высоты после взлета. Б. Как следствие из пункта А, уменьшается шум на местности. В. Еще одно следствие из пункта А, увеличиваются шансы не влететь в препятствие в случае отказа двигателя. И, конечно же, экономия топлива. Современные лайнеры имеют настолько мощные двигатели, что все нормативные значения градиентов набора высоты в большинстве случаев достигаются при пониженной тяге. То есть, даже если тягу уменьшать, что мы регулярно делаем, ее все равно будет достаточно для продолжения взлета при отказе двигателя. Но есть и такие случаи, в которых мистер Боинг настоятельно рекомендует взлетать на максимально возможной тяге. Например, в условиях сильного порывистого ветра. Либо если аэродром окружен горами. Привет Тивату, привет Шамбери. В этом случае нам тоже придется использовать тягу повыше. Добро пожаловать на аттракцион «Ракета». Да, взлет с большим углом создает некоторый дискомфорт для той части пассажиров,
которой не нравится летать задранными на уровень головы ногами. Но поверьте, это абсолютно безопасно и будет длиться не очень долго. И не потому, что скоро все закончится очень печально, а в том смысле, что самолет достигнет высоты для разгона и уборки механизации. Он уменьшит угол набора, разгонится, уберет механизацию и полетит дальше уже вполне обычно. Немногим раньше я процитировал очень часто встречающуюся историю о том, что самолет после взлета вдруг начал падать, и много восклицательных знаков. Вот на старом добром Ту-154 это случалось почти каждый раз. Почему? Все дело в том, что на нем взлет выполняется с довольно-таки большим углом положения закрылков, после чего пилоты постепенно убирают их в нулевое положение. Но при этом создается ощущение падений. Почему? Разъясняю. При уборке закрылков самолет теряет часть прироста подъемной силы, то есть она уменьшается. И сидящие в салоне люди, привыкнув к одной вертикальной скорости, пусть это, предположим, будет 15 метров в секунду, ощущают ее уменьшение, предположим, до 7 метров в секунду. И ощущают это уменьшение как падение. Кстати, если закрылки убрать чересчур быстро, то можно на самом деле и высоту потерять. И это действительно так. Но для этого надо быть уж совсем-таки неумелым пилотом, причем неумехами должны быть оба пилота. То есть самолет, пока пассажиры падают, в это время все-таки продолжает набор высоты. Угол набора становится более пологим, вертикальная скорость набора, к которой привык вестибулярный аппарат пассажира, уменьшается. И в этот переходный момент времени аэрофобу кажется, что он летит вниз. А не аэрофоб получает удовольствие от бесплатного аттракциона. Так уж устроен человек. Это еще более частое происшествие в рассказах пассажиров. По неофициальной статистике, пассажиры, выполняющие не более 10 перелетов в год, попадают в почти катастрофы в несколько раз чаще, чем пилот, пролетавший всю жизнь. Конкурировать по частоте данного явления, выключения турбин, может лишь следующее. Пилот только с 5-й попытки попал на аэродром. Опять же, наиболее характерно такое происшествие было для самолетов Ту-154 и Ту-134, то есть на лайнерах с двигателями, установленными далеко в хвосте. В переднем салоне их почти не слышно, если только они не работают на повышенном режиме. В шуме как раз таки и причина данной почти катастрофы. Все примитивно до безобразия. В наборе высоты двигатели работают на очень большом режиме. А чем выше режим работы двигателей, тем громче его слышно. Но иногда нам, пилотам, приходится выполнять команды диспетчера и прекращать набор высоты, например, для того, чтобы разминуться на безопасном удалении, конечно же, с другим самолетом. Мы плавно переводим самолет в горизонтальный полет. Пассажиры в это время, конечно же, несутся к земле, вцепившись друг в друга. А чтобы не превратиться в сверхзвуковой лайнер, ведь двигатели-то работают на большой тяге, нам приходится эту тягу уменьшать до приемлемой, так, чтобы самолет не разгонялся. И в салоне самолета, конечно же, становится ощутимо тише. После того, как столкновение в очередной раз не состоялось, мы вновь запускаем турбины, то есть увеличиваем режим работы двигателем и продолжаем набор высоты. Вот вроде бы и все. Банально, просто и немножко скучно. Желаю вам отличного дня, чудесного настроения, летайте безопасно. К взлету не готов, не горит, старая бабка готов.